Доброе утро, зрители Стоп Гейм! В эфире Инфакт. Месть боксера «Московский криминалитет» получит перевыпуск в Steam. Да, речь о той самой игре 2007 года выпуска, над которой потешались все 3,5 ютубера того времени. Месть боксера сочетает в себе все самое ужасное. Тут очень плохая графика, очень примитивный геймплей, очень заунывная озвучка и очень короткая продолжительность. Пресса тогда ставила оценки в районе 3 баллов из 100. По всей видимости, «Месть боксера» стала мемом примерно год спустя, когда свой обзор выпустил блогер Илья Мэдисон. Но, кажется, дальше русскоговорящего интернета слава об игре так и не выбралась. Но теперь издательство Strategy First зачем-то решило вытащить игровой труп из могилы и опубликовало «Месть боксера» в Steam. Описание обещает угарный драйв без правил, колоритных персонажей из повседневной бурной жизни Москвы и лучшие традиции Mortal Kombat. Никаких улучшений не обещают, карточек или достижений Steam тоже нет. Если вы зачем-то захотите купить «Месть боксера», вам понадобится 200 рублей и впечатляющая сила духа. Озвучка на русском в комплекте. Скибиди Туалет из Garry's Mod превратят в кинофраншизу с Майклом Бэем. Погодите, перечитаю. Скибиди Туалет из Garry's Mod превратят в кинофраншизу с Майклом Бэем. Да, это реальная новость. Скибиди Туалет — это мем из Garry's Mod с поющей головой в унитазе. Очень популярный мем. На данный момент у оригинального видео более 190 миллионов просмотров, а теперь его собираются превратить в кинофраншизу. Вот что известно. Скибиди Туалет планируют перенести в кино и на телевидение. Пока что задумка находится на ранних стадиях, а проект создают при участии автора оригинальных видео, Алексея Герасимова. Переносом франшизы занимаются Майкл Бэй, режиссер «Трансформеров», и Адам Гудман, бывший президент Paramount Pictures. Киноделы называют серию роликов о скибиди-туалетах чем-то, что, цитата, «может стать следующей вселенной типа Трансформеров или Марвел». Тут даже шутку не придумаешь. Пока что в планах гибрид анимационного экшена с живыми съемками, который стилистически похож на Джона Уика и Район номер 9. Если дело дойдет до того, что скибиди-туалеты станут кинофраншизой, Бэй и Гудман не станут кидаться страйками в тех, кто посягнет на их интеллектуальную собственность, а наоборот, говорят, позволят авторам играться с франшизой. Если вы думаете, что скибиди-туалеты — это просто мем про поющие в туалетах головы, то вы отстали от интернета. После взлета прикол превратился в целый сериал. Сейчас у него более 70 эпизодов, причем некоторые состоят из нескольких частей, а сюжет дошел до масштабных баталий между туалетами и киборгами. Вот вам график популярности скибиди-видосов в сравнении с роликами разных кинофраншиз. Идея экранизации мема уже не кажется такой странной. По мотивам скибиди-туалета начали выпускать другие ролики и мемы, а общая концепция поселилась в Roblox. Там стали выходить игры, которые иногда набирают десятки миллионов посетителей. До мерчендайза, фанарта и фанфиков тоже уже дошло. Вокруг глобального мода Fallout London разворачивается любопытный прецедент. Его будут распространять при поддержке магазина GOG. Как выяснилось, у площадки есть свои идеи на тему того, как можно распространять пользовательские модификации через магаз. Об этом в интервью VG247 рассказал Марчин Пачинский, старший менеджер по развитию бизнеса GOG. Вот его комментарий к запуску Fallout London. Это тестовый прогон. Если сообществу все понравится, мы всерьез задумаемся делать нечто подобное чаще. Лично я бы этого очень хотел. Я знаю, что существует множество отличных модов, которые мы могли бы донести до более широкой аудитории, если бы создали упрощенный процесс, не требующий проходить через сложную установку. Кроме того, мне кажется, что сообщества модеров играют огромную роль в сохранении игровой индустрии, а это, в свою очередь, то, что мы всегда поддерживаем. Конец цитаты. Даты выхода у Fallout London до сих пор нет, но релиз ожидается совсем скоро. Команда Grasshopper Manufacture представила трейлер ремастера Shadows of the Damned с подзаголовком Hella Remastered. Видео под завязку наполнено действием, перебивками и восхвалением Синдзи Миками. Создатель серии Resident Evil помогал с разработкой игры и выступил, кроме прочего, в роли креативного продюсера. Он является давним товарищем лидера студии Гойчи Суды. Дизайнеры работают вместе уже не первый раз. Также авторы раскрыли дату выхода боевика — 31 октября 2024. Облагороженная версия приключенческого экшена предложит новые функции вроде режима «Новая игра плюс» и поддержки разрешения 4К, а также ворох дополнительных костюмов для главного героя. В центре сюжета Shadows of the Damned находится мексиканский охотник на демонов Гарсия, который отправился в ад ради спасения любимой. Оригинал увидел свет в 2011 году на PlayStation 3 и Xbox 360. Shadows of the Damned Hella Remastered отправится на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch в конце октября. Правда, без поддержки русского языка.
языка. За ремастер просят всего $25. На некоторых площадках предзаказы уже доступны. За раннюю покупку откроется возможность начать играть на 3 дня раньше. Если у вас есть $288 тысяч, сможете пропиарить свою игру на Gamescom. Организаторы выставки открыли продажу мест для показа трейлеров в рамках шоу Opening Night Live. Расценки весьма недружелюбные, но и не столь большие, как было, по слухам, на Summer Game Fest. Стоимость размещения на ваших экранах. Для сравнения, в прошлом году минута времени на открытии Gamescom стоила $127 тысяч. Как уже не раз отмечали журналисты, не все игры попадают на шоу за деньги. Организаторы продают часть времени партнерам, а гостей для основной программы подбирает редакция и приглашает бесплатно. Это касается как крупных компаний, так и инди-разработчиков без больших бюджетов. Вдохновленный играми 90-х survival horror Conscript добрался до релиза. Проект от Catchweight Studio и Team 17 называют отличной данью уважения истории Первой мировой войны и классической Resident Evil. Сюжет переносит геймеров в битву при Вердене. В роли французского солдата нужно противостоять превосходящим силам врага, искать пути в бесчисленных траншеях, решать головоломки и отстреливаться. По задумке, главный герой ищет своего пропавшего брата, который таинственно исчез после ранения. За вывеской Catchweight Studio сидит всего один человек — Джордан Мочи, который собирал Conscript на протяжении 7 лет. Демоверсия проекта привлекла к себе много внимания во время последнего фестиваля играм быть в магазине Valve. А теперь хоррор с видом сверху вышел на всех актуальных платформах. На OpenCritic игра набрала уже 78 баллов из 100. Результаты Conscript на Metacritic также пока держатся на уровне 78 баллов. Conscript доступна на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch с переводом на русский язык. Однако купить игру на российский аккаунт Steam не выйдет. Humble Games, издательская ветвь цифровой площадки Humble Bundle, объявила о реструктуризации и сократила, кажется, всех. Однако, благодаря постам от бывших сотрудников компании, об этом стало известно за несколько часов до официального уведомления. О том, что все работники Humble Games были уволены, в том числе рассказала менеджер по развитию бизнеса Никола Кван. Некоторые ее коллеги тоже опубликовали заметки о произошедшем. Позже появилось и официальное заявление от Humble Games. Представитель передал, что в издательстве проведут реструктуризацию, однако о закрытии речь не идет. Изменение структуры компании не повлияет на деятельность магазина Humble Bundle, а также не скажется на 2 грядущих релизах, среди которых Monaco 2 и Wizard of Legend 2. Комментировать число занятых в издательстве представитель не стал. Напомню, что в ноябре 2023-го Humble Games уже сокращала штат, но не уточнила количество потерь. Humble Games была сформирована в 2017 году и помогла издать множество добротных проектов, вроде Stray Gods, Unpacking, Signalis, Slay the Spire, A Hat in Time и других. Мы на stopgame.ru игры почти не издаем, но пишем и снимаем про них. Вот Степан Песков написал превью The Crust, РТС с конвейерами от отечественных разработчиков. Переходите по ссылке в описании и читайте. Не забудьте поставить лайк и хорошего вам четверга. Пока!